Я не думал, что степь может быть такой бесконечной. 10 часов в автобусе из Ташкента в Бухару, с короткой остановкой в Самарканде. Это показалось мне вечностью. А все из-за того, что я не успел на утренний поезд Ташкент-Бухара. Впрочем, позитивное настроение с экрана монитора создавали певцы местной эстрады. Да, все 10 часов. Тем же вечером я оказался в своем гостевом доме в районе, который называется Зеленый базар. Впрочем, к 10 утра там уже все было закрыто, так как открываются они очень рано и закрываются соответственно тоже. Там же было большое недостроенное здание, без явных признаков продолжения строительства. В принципе, долгострой или недострой здесь вполне привычное явление. У меня складывается впечатление, что везде в городе ведется стройка. Просто-напросто везде куча этого желтого кирпича. Но так как стройка — это перманентное состояние города, то везде стоят вот такие вот, торчат, вернее, вот эти вот железные штыри, арматура. В общем, выглядит все довольно-таки опасно. Но, похоже, никого это особо не смущает. В принципе, это жилой центр города. До основных достопримечательностей тут буквально вот рукой подать, идти минуты 3-4. Но здесь везде, буквально через 2-3 дома, в каждом маленьком квартальчике будет какая-то стройка. Везде какие-то кучи мусора, но в основном это строительный материал. Да, потому что везде идет стройка. То есть здесь в жилых кварталах, ну, вид такой полуразрушенный, полу что-то восстанавливается, полу строится, полу недостраивается. И, в принципе, вот так вот здесь жизнь и идет. Это старая медресе, памятник архитектуры 18 века, но тоже как бы под реставрацией. Тут какой-то непонятный железный забор. И сколько будет длиться эта реставрация, тоже совсем непонятно. Но напротив медресе располагается хамам. Это общественная баня. Там есть места и индивидуальные, и общая баня. Дворик здесь очень интересный. Давайте зайдем, посмотрим, что там происходит. Ну и традиционная композиция с горным бараном и горшком для воды или для масла. Летом, я думаю, тут должна протекать вода. Сейчас зима, воды нету. И вода, кстати, по вечерам замерзает. Тут по вечерам бывает очень холодно. Я думаю, вчера ночью было около минус 6 градусов. Когда я вышел из автобуса, я немножечко прифигел. Ну, еще здесь разводят голубей. Тихо, тихо. Что интересно, так это то, что некоторые голуби находятся в закрытых клетках, а у некоторых голубей вот такие вот открытые вольеры. Ну, то есть они могут улетать спокойно, но что они, в принципе, и делают. Ну и здесь можно сделать замечательный подкаст на фоне настоящего узбекского ковра. Вот такие веселые маленькие автомобильчики. Здесь можно встретить. Улицы очень узкие. Две машины тут не разъедутся, поэтому у них существует какая-то своя определенная система, как они разъезжаются. Обычно это машины встречаются лоб в лоб, ну и потом кто-то уже дает назад и как-то идет на какой-то разворот до ближайшего перекрестка. Вообще движение здесь, конечно, особенно ночью, довольно-таки затруднительно. Вот примерно так происходит разъезд машин на этих узких улочках. Так что быть водителем здесь совсем очень и очень непросто. По самой середине всех улиц в центре идут такие канавы для стока воды, но это не единственное, что здесь есть. Какое их истинное предназначение, мне сказать трудно. Скорее всего, это так и есть. Это лежачий полицейский. Но нужно быть предельно осторожным, потому что постоянно спотыкаешься на них.
Еще одна стройка, куча кирпича. Кстати, частично битого, мешки с цементом, мешки с песком. В общем, самая обычная картина в Бухаре. В центре улицы довольно широкие. Сейчас в конце декабря и немноголюдные. Сегодня будний день. Все люди, наверное, на работе, дети в школе. Туристов особо нету. Ко мне подошел молодой человек. Ты из Бухары? Да, но я хочу в Россию. Почему Россия именно? Потому что там на русском, а узбекский я сам мало знаю. То есть там говорят на русском, ты хочешь говорить на русском, да, больше? А узбекский ты так знаешь? Сколько тебе лет? 12. 12. Как думаешь, какие вот тут вот перспективы жизни в Узбекистане? Ну или в Бухаре, по крайней мере. На кого здесь можно учиться? Вот как вот молодой человек, на кого можно пойти учиться? На полицию или там педагог, врач и все такое. Но Узбекистан это такая слабость. Ну, так. Ну, слабая в смысле экономики? Ну да. Денег особо нету. В России по-другому. Здесь никак. Здесь только самые хорошие машины это вот эти. Только. Дед у меня тоже из России. Скажи, почему у вас все машины белые? Это я знаю, что в Туркменистане такой специальный приказ президента. Здесь что? Потому что здесь это красивее. Так вид дает больше. У нас тоже цвет вон, чтобы стоит. Это дедушка. Жигуль дедушка, да? Чем белее, тем дороже. Вот так у нас. У нас вот так. Черная у нас дешевая. То есть черная машина самая дешевая? Да. Ну, получается, что черный BMW это не очень высокий класс, да? Иметь черный BMW. Вот белая машина, она самая лучшая. Да, здесь. А в России нельзя. На центральной площади установлена вот такая вот большая елка. Как я понимаю, в Узбекистане вы отмечаете Новый год, да? А у вас там не отмечают? Мы тоже отмечаем, но мы Рождество отмечаем. Верблюд отдыхает. Но в центральной части города ведутся то ли строительные работы, то ли раскопки. Реставрируется вечная стройка, да, реставрируется наружная часть стены. Ну, в принципе, выглядит довольно-таки нормально. Вот это. Ну и здесь можно подкрепиться такими вкусными булочками. Так, это сосиска в тесте, да? Да, кстати, вот есть. И давайте 2 сосиски в тесте и 2 чая. Да? Чай. 2, да. Лучше кофе дать? Кофе? Кофе. Лучше кофе? Да. Давайте всем кофе. чай. Давайте кофе. Всем привет. Подписывайтесь на него, он очень добрый. Очень добрый. Супер добрый. Ну и сейчас можно спокойно выпить кофе. Да. Посмотреть на мечеть, посмотреть на эти замки. Очень красиво и вкусный кофе. Красота, вот одно слово, красота. И вкусно зато. Ну ладно, хорошо, тогда желаю тебе успехов. И вам тоже. Ну вот еще один пример местных строительных традиций. Стена сделана из камня, досок, соломы и какого-то говна, да, извиняюсь. И все вот это вот со временем, очень даже небольшого, все это будет осыпаться, сыпаться вниз, промокать, но ты превращаться вот просто в кучу дерьма. Ну, я не знаю, это может быть сейчас так начали строить, но мне кажется, раньше так не строили. Ну, в средние века. Да, некоторые традиции, ну или строительные процессы. Здесь
очень и очень странное. Ну, по крайней мере, все, что касается стройки, вот все, что я видел, по крайней мере, это для меня это выглядит очень странно. Очень. Ну вот полностью традиционно здесь на центральной площади лежит аккуратно сложенный битый кирпич. Наверное, ждет своего часа, когда его куда-нибудь вмонтируют. Скажу честно, не совсем удобно лестница, но архитектурные виды здесь просто-напросто потрясающие. В принципе, если вы запланировали всего лишь один день на осмотр Бухары, целого дня, ну, вам вполне хватит, чтобы посмотреть старый центр. Но лучше планируйте как минимум 2 дня, а то и 3, потому что вы сможете посмотреть намного-много больше. И обязательно познакомьтесь с каким-то местным гидом или, ну, человеком, который вам поможет посмотреть места, куда, ну, которые не очевидные, в которые вы просто так не попадете. Ну, например, можно поехать в какой-то ресторан для местных, где делают, как они говорят, правильный плов или правильный шашлык. И сегодня мы отправимся именно в такое место с моим проводником. Ну и также он является хозяином гестхауза, в котором я живу. Это маленькая гостиница. Зовут его дядя Коля. Все, привет подписчикам твоим. Приезжайте к нам в гости. Бухаро. Вообще вот тут живут удивительные люди в Бухаре. Настолько открытые, настолько гостеприимные, добродушные. Да, вот человек едет на велосипеде, останавливается, говорит, на какой канал подписаться. Ну да. Где? Все, где найти? Как? Так, ну пишем. На английском? На русском лучше. Все. Я в фуражке такой белый. Сейчас найдем. Раз фуражки, значит найдем. Замечательно. Что, давно у нас в Бухаре? В Бухаре 2 дня уже. Как тебе понравилось? Очень понравилось. Как очень. плов покушал? Всё Плов хорошо? покушал, да, и сейчас мы поедем в какое-то место. Да, вот меня дядя Коля повезет. Да. Будем готовить там мясо в тандыре. О, замечательно. Да, Я это, как он говорит, какое-то правильное место, вот Да, не в да. центре, а куда-то. Он тебя в Чурбакер заберет, да, Да? бомбовое место. Я советую. И, ну, побольше общайся с людьми. У нас все, ну, добрые, ничего такого. У вас все очень гостеприимные, да? Очень гостеприимные. Добрые, Ну, да? насчет, ну, народ такой. Народ работящий, любящий свою страну, гостей. Мы хорошо относимся к людям, и люди к нам также хорошо относятся. Ислам нас учит. Видишь, азан везде. Да, да, да. Хорошо. Все, удачного дня. Да, хорошо. спасибо. Очень приятно было. Взаимно, взаимно. До свидания. Да, на самом деле это очень удивительно. Какие гостеприимные, какие открытые, добрые люди. Но вот могу ли я себе такое представить, чтобы в Латвии кто-то остановился, сказал: здравствуйте, чем вы занимаетесь? Давайте я подпишусь на ваш канал. Это просто удивительно, просто. Ну и что меня еще немного удивляет здесь, это то, что я возвращаюсь в свою гостиницу по Google карте, вот, и каждый раз, в принципе, из одного и того же места, из центра, и каждый раз я прихожу сюда какими-то разными путями. Тут очень много улиц, это лабиринты, но один раз пришел оттуда. Сегодня я вот иду оттуда. Один раз я пришел оттуда, с той стороны. Как это работает? Это работает каждый раз. Каждый раз. Конечно, я дохожу до своей цели, но каждый раз это какой-то, ну, неоднозначный путь. Вот чтобы вот так просто запомнить дорогу, сейчас мне надо вот идти туда или сюда. Это за один день это трудно запомнить. Ну вот и моя гостиница. Family House, дядя Коля. Это не отель Дубай 10 звезд, это намного лучше. Это местный бухарский мини-караван-сарай. Называется гостевой дом дядя Коля. По имени дядя Коля, который, собственно, держит это заведение. По сути, вот это помещение, это даже не помещение, это внутренний дворик. Потому что сверху нету крыши, это сделано для того, чтобы спасаться от этой палящей жары в летнее время. Но если надо, можно будет защититься
с оружием в руках. Все серьезно. Ну, в принципе, обычная большая спальня. Одна двухспальная кровать, одна односпальная. И очень жаркий камин, в котором горит газ. Тут буквально за пару часов температура выровнялась до каких-то 22-23 градусов даже так, да? Стало довольно-таки жарко. Газ горит почти постоянно. А вот и семейный номер люкс. Мне кажется, очень даже неплохо. Семейный номер люкс на первом этаже. Ну, просто-напросто шикарные условия для проживания. Особенно в самом центре Бухары, до исторического центра, тут ногами, 4 минуты идти. То есть это прямо рядом со всеми достопримечательностями города. Прямо вот в пешей доступности. А это тот самый правильный ресторан. По сути, это место находится при выезде из Бухары в сторону Туркмении. Вот. Каждый бухарец, каждый житель Бухары знает это место. То есть, если вы спросите, если вы возьмете такси, то вас отвезут в правильное место. Оно называется Чорбакар. Мы приехали в самое правильное место в Бухаре, которое называется как? Чорбакер. Чорбакер. Ну, в принципе, место довольно-таки популярное. Я даже видел какие-то ролики на Ютубе. Чорбакер. Это и тут рядом находится религиозное такое. Религиозное место Чорбакер тоже. Ну, якобы говорят, город мертвых. Интерьер здесь простой и традиционный. Это именно то, что подчеркивает местный колорит и создает атмосферу загородной чайханы. Аутентичность и настоящая узбекская кухня создают ощущение, что вы находитесь в сердце Узбекистана. Сочное свежее мясо готовится прямо здесь во дворе. Основной фаворит – баранина, особенно ребрышки и шашлыки. Потом это нежное мясо буквально тает во рту. На заднем дворе стоят большие тандыры. Традиционные печи, в которых готовят мясо. Именно здесь запекается баранина. Этот способ – одно из главных преимуществ, которые высоко ценят посетители. Так что если захотите ощутить атмосферу настоящей чайханы, Чорбакар станет отличным выбором. А еще мне очень понравился сладкий и лимонный чай. 3 дня пролетели быстро, пора ехать дальше в Самарканд. Дядя Коля отвозит меня на вокзал и рассказывает о жизни в Бухаре. Махалла еврейская. Еврейская махалла, это называется квартал. До распада Союза здесь все евреи жили. У них еще осталось здесь 2 синагога и кладбище, которые они сейчас ухаживают за ними. Пристегиваться не обязательно, да? Пристегиваться не обязательно, да? Конечно. Не очень строго. Не очень строго, да? Ну, вот это новая Бухара, да? Это новый район, да. Новые застройки. И, получается, 7-этажки или 8-этажки даже. Да. Современная Бухара – это не только старый город и историческое наследие. Бывшие окраины превратились в современные жилые районы с многоэтажными домами, парками, школами и магазинами. Бухара-1, Каган, Да. вокзал. Железнодорожный вокзал. Ну что, Прощаться не будем. прощаться не будем? Да. С Новым годом. С Новым годом, с Всем наступающим. привет. Латвии, Литве, Вильнюсе, везде привет. С Узбекистана, города Бухаре, дядя Коля. Спасибо, дядя Коля. Ну, теперь у меня Спасибо. Бухара будет
Всегда. ассоциироваться с таким Мили просим. хорошим человеком, Да. Всегда. как ты. Принимаем, Не прощаемся. уважать. Всегда мы рады. Спасибо. Давай. Спасибо, Алекс. До свидания. Прощаться плохо, да. Не прощаемся. Просто ненадолго. Пока.